Кристина была преданной матерью, которая очень дорожила своим сыном и была готова сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить ему успех и счастье. К сожалению, однажды он внезапно умер, и на его похоронах мать со злостью открыла гроб сына. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Кристина растила своего сына Андрея в маленьком городке. У них не было больших богатств, но они были счастливы и довольны. Женщина много работала, чтобы дать сыну хорошее образование и обеспечить его всем необходимым. Она обязательно проводила с ним время и учила его важности семьи, трудолюбию и доброте. Когда Кристина была моложе, она влюбилась в Кирилла, красивого молодого человека. До него она никем не интересовалась и ни с кем не встречалась. Ей было трудно доверять людям, но Кирилл помог ей легко открыть свое сердце. У них закрутился роман, и через несколько месяцев отношений Кристина забеременела. Она рассказала об этом Кириллу, ожидая, что он поддержит ее, но его реакция шокировала ее. Он пригрозил ей сделать выбор между ним и тем, что она носит в своем животе. В ответ Кристина напомнила ему обо всех обещаниях, которые он ей давал, но она даже не успела закончить фразу, как Кирилл прервал ее и сунул ей в руки деньги. «Избавься от этого ребенка, я не готов стать отцом», — сказал мужчина и вышел за дверь, оставив ее одну справляться со стыдом, связанным с внебрачной беременностью. Несколько друзей пожалели Кристину, а другие смеялись за ее спиной и считали, что ее жизнь разрушена. Ведь ей было всего 20 лет, и у нее не было ни родителей, ни родственников. Как же она будет растить ребенка одна? Во время беременности Кристина размышляла, правильный ли выбор она сделала, оставив ребенка. Возможно, было бы гораздо проще поступить так, как хотел Кирилл, размышляла она. Но как бы ни казалось это легким выходом, Кристина так и не нашла в себе сил поступить именно так. Готовая сделать все, чтобы стать матерью, девушка бралась за разную работу и начинала откладывать деньги на будущее. Работая в круглосуточном магазине, Кристина познакомилась с Леной, состоятельной женщиной, которая владела некоммерческой организацией, оказывающей помощь молодым матерям. Под руководством и при поддержке Лены Кристина смогла обрести финансовую стабильность. В положенный срок она родила красивого мальчика, которого назвала Сергей. Когда она впервые взяла мальчика на руки, по ее лицу потекли слезы радости. «Мой дорогой сын, я обещаю никогда не покидать тебя. Я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать тебя», — сказала Кристина и поцеловала его в лоб. В течение многих лет она выполняла обещание, данное сыну. Они были вместе каждый день и проводили вдали друг от друга лишь несколько часов, когда Сергей был в школе или Кристина работала. В подростковом возрасте Сергей активно занимался спортом и был капитаном своей футбольной команды. В учебе он также преуспевал, часто получая одни пятерки. Кроме того, он был довольно красив, поэтому девушки часто бросались на него. Благодаря советам матери он знал, как держать их на расстоянии и избегать неприятностей. После окончания школы Сергей получил стипендию на обучение в колледже вдали от маленького городка, в котором он вырос вместе с матерью. Прощаясь с сыном, Кристина испытывала горько-сладкое чувство. Хотя ей было грустно от того, что ее сын будет так далеко, она понимала, что для него это невероятная возможность осуществить свою мечту. В колледже Сергей специализировался на информатике и окончил его с отличием. Вскоре после этого его приняли на работу в известную компанию по разработке программного обеспечения, где он познакомился с Наташей, представителем службы поддержки клиентов. Они подружились и со временем прониклись романтическими чувствами друг к другу. Наташа, как и Сергей, была амбициозной личностью, которая хотела получить от жизни большее. Хотя она не была такой продвинутой в своей области, как Сергей, у нее были способности к развитию бизнеса и маркетингу. Поэтому она предложила им открыть собственное дело, и Сергей согласился.
Они провели исследование рынка, которое показало потенциальную прибыль в приложениях для ставок, и решили заняться этим. Они запустили свой продукт, и он оказался чрезвычайно успешным, превзойдя все их ожидания. Они смогли нанять дополнительный персонал, купить здание и развить бизнес в геометрической прогрессии. За успех букмекерской конторы Сергею пришлось заплатить. Он был слишком занят, чтобы часто навещать мать, и постоянно выматывался, чувствовал себя изможденным. Сергею очень хотелось, чтобы мать была рядом, и он спросил ее, не могла бы она переехать в город и жить с ним. Однако Кристина отказалась от его предложения, сказав, что предпочитает остаться в маленьком городке, поскольку только там она может чувствовать себя как дома. И хотя Сергей с пониманием отнесся к такому решению, это не облегчило ни тоски по маме, ни боли от разлуки. Однажды Сергей решил сделать маме сюрприз, проделав 6-часовой путь, чтобы увидеться с ней. Его приезд был огромной радостью для Кристины, ведь они провели время вместе, вспоминая, как жили с тех пор, как виделись в последний раз. Однако, когда Сергей рассказал, что хочет сделать Наташе предложение, выражение лица Кристины сразу же изменилось. Это не осталось незамеченным ее сыном. Когда он спросил, в чем дело, мать ответила: «Судя по тому, что ты рассказал мне об этой девушке, я не думаю, что она тебе подходит. Она больше заботится о твоих деньгах и компании, чем о тебе. Тебе нужно бежать от нее. Она опасна». Впервые в жизни Сергей спорил с матерью и защищал Наташу. Он утверждал, что она неплохой человек, и что когда Кристина узнает ее получше, она изменит свое мнение о ней. Кристина была категорически не согласна, но Сергей, ослепленный любовью, не смог понять слов матери и в гневе ушел. Месяц спустя он женился на Наташе. Он знал, что мать этого не одобрит, поэтому не пригласил ее на свадьбу. Сергей отмахнулся от ее предупреждений, как от проявления чрезмерной заботы. Если бы только он послушал свою мать. Спустя несколько месяцев Кристина была совершенно ошеломлена, услышав новость о том, что Сергей скончался, и Наташа уже назначила дату похорон. Кристина узнала, что, вернувшись из короткой командировки, Сергей очень устал, заснул и больше не проснулся. Сердце матери заныло от горя. Часы, предшествовавшие похоронам сына, пролетели как в тумане. Она поспешно оделась и помчалась в город, где проходили похороны. Она отчаянно искала ответы на вопросы, почему ее сын внезапно умер и почему похороны были организованы в ее отсутствие. К счастью, Кристина приехала как раз в тот момент, когда Сергея собирались опускать в могилу. Когда она спросила, можно ли ей в последний раз увидеть сына, Наташа отказалась и приказала гробовщикам не открывать гроб. В отчаянии и ярости Кристина пробилась сквозь людей, пытавшихся ее остановить. Затем она пробралась к гробу и поспешно открыла крышку. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Кристина заметила, что грудь ее сына поднимается и опускается с каждым вздохом. Убедившись, что ее сын жив, Кристина подняла тревогу. «Мой сын жив! Он не умер!» — закричала она. Затем она указала пальцем на Наташу. «Я знаю, что ты в этом виновата. Что ты сделала с моим сыном?» — прокричала Кристина. Люди были ошеломлены неожиданным зрелищем, представшим перед ними. Подбежав к гробу, они обнаружили, что Сергей действительно жив. Немедленно была вызвана машина скорой помощи, чтобы отвезти его в больницу для дальнейшего обследования. Один из друзей Сергея, оказавшийся офицером полиции, присутствовал при этом и немедленно взял Наташу под стражу. Отчаявшись добиться смягчения приговора, женщина призналась, что дала Сергею передозировку снотворного, чтобы успеть похоронить его до того, как действие препарата закончится. Когда Сергей очнулся и узнал обо всем, что произошло, он пожалел, что не послушал мать. Однако он был рад, что мама спасла его, дав второй шанс на жизнь. Как выяснилось, Наташа пыталась избавиться от Сергея, чтобы получить полный контроль над его имуществом и компанией.
В наказание за свое преступление суд обязал ее отказаться от всех прав на компанию и приговорил к тюремному заключению. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Сергея? Вы бы изначально поверили своей маме? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.